Приветствую всех на моем канале. Наконец-то я закончил свой садовый измельчитель. Долго я его, конечно, делал, так как все нету времени. Это уже будет третье видео. В первом, там, если кому-то интересно, я показывал, из чего я начинал его делать, где я брал материалы для этого садового измельчителя. Во втором видео там я немножко продемонстрировал, как он уже работает. Ну, его там надо было покрасить, конечно. Сейчас я уже облагородил его, привел его в такой вот надлежащий вид. И хочу продемонстрировать, как это все работает на самом деле. Ну, немножко подкрасил его для того, чтобы было как бы эстетичней. Так, вот так вот. Такой он вид отсюда имеет. Поставил два новых ремешочка, вот видно. Подшипник здесь стоит самоцентрирующийся. Два ремня поставил, чтобы не буксовало. Вот такой он имеет вид со всех сторон. Компактный, совсем небольшой. Хотел я поставить редуктор вместо электродвигателя, для того, чтобы запустить от машины. От заднего моста я хотел. Карданчик у меня такой есть. Я запускал генератор, когда-то крутил, и карданчик у меня остался. И хотел запустить, но не получилось у меня с редуктором. Что-то там в нем или подшипничек подклинивает. Надо посмотреть, поменять. Вот. Ну, сейчас я повставляю видео, те, что я, весь процесс, как я изготавливал, пошаговый процесс. Кому-то, если будет интересно сделать такой девайсик, может посмотреть и изготовить себе такой же. Хотя вот этот измельчитель я могу даже кому-то продать, только без шкива. Без электродвигателя. Ну, сам вот это, что тяжело изготовить, червяк, вот там вот внутри червяк такой стоит. И вот этот сам корпус. Только вам надо будет купить электродвигатель и шкив. Так как я себе хочу сделать побольше. Этот веткоруб рубит где-то до 7 сантиметров толщины ветки. Где-то до 7. 6-7 сантиметров он нормально рубит. Я хочу сделать до 10. Как это будет, я не знаю. Потянет ли он или нет. Может быть, придется даже ставить двигатель бензиновый сюда. Проточил вал. Вот это будет посадочное место для вот этого вот подшипника. Здесь у меня 40 миллиметров, а здесь будет стоять шкив. Тут 32 миллиметра. Ну, еще надо пробить шпоночный паз. На шкиву у меня есть шпоночный паз. Для лучшей уверенности надо пробить шпонку, и будет все уверенно. Так, вот это рабочая часть. Вот здесь будут стоять вот так вот. Вот эти диски. Диски будут стоять. Ну, не знаю, так или так. Здесь у меня подшипничек тоже. Ну, видно, не новый, найден на металлоломе. Так же, как и вот этот. Вот. Тут под 35. Ну, какой был подшипник, проточил под 35 миллиметров. Это будет спереди стоять. Так. Ну вот видно, отжигал я в котле вот эти диски. Вот они даже поржавели, пока у меня лежали, время прошло в котле. Видно, они поменяли цвет. Но беда вся в том, что я вот так вот померил. Вот эта труба будет рабочим цилиндром, так сказать, по наружу. И вот видно, здесь есть зазор.
Зазора этого не должно быть, так как он должен быть вплотную, чтобы резал ветки, рубил. Вот. Какой выход я нашел с положения? Вот здесь видно 5 миллиметров. Этот диск 5 или 6 где-то примерно, я еще не мерил. Я решил, что нагреть его до красна и на наковальне оттянуть, ну, отклепать его. Он увеличится в размере, и как заодно мне меньше будет затачивать болгаркой острее ножа. Так, отжигать буду. У меня есть вот такой горн. Этот горн я лет 10 назад делал. Я лил в нем, плавил алюминий в этом горне. Вот сюда вставляю пылесос. Здесь двойное дно с дырками. Ну вот еще кусок алюминия валяется, остался. Недоплавленный. Это шлак, наверное, что осталось. И здесь буду ложить и плавить. Все, как покажу. Как расплавлю, покажу, то есть. Ну вот так вот происходит отжиг дисков. Уже видно, там один диск до половины красный. Гудит пылесос вот у меня. Я не знаю, может плохо будет слышно. Вот маленький такой типа пылесоса. Дувчик. И горно работает. Прекрасно. Сейчас будем вытаскивать и стучать. Ну, я не буду показывать, как я стучу, потому что это будет неудобно. Камеру некому держать. Отжег я диски. Вот так получилось мне отжечь их. Видно, они стали яйцеобразные. Отклепал я их неровные. Вот родной. Я замерил. Толщина здесь 6 миллиметров. То есть. И вот видно, как этот сразу утончился, насколько он оттянулся. Он кривой стал. И тоньше стал. Где-то миллиметра 4 стал. Также и эти вот тоненькие стали по сравнению. Вот сейчас беру родной. Не родной, то есть, а не отожженный, не отклепанный. Вот прикладываю, вот видно, какая толщина этого, какая этого толщина. Вот так вот. Как он. И теперь у меня, вот я уже отрезал трубу. Это цилиндр будет. И видно, оно как раз у меня, ну, не влазит. Как раз то, что надо. Отклепалось. А это оттянулось нормально. Вот смотрим, он не влазит. Все. Как раз то, что надо. Вот такой выход я нашел из положения. Ну, вот так получилось меня обварить. Это все дело варил электродом 4. Я в сварке, конечно, не профессионал, но за 2 раза потихоньку все обошел. С одной стороны и с другой стороны. Вот так вот все выглядит на данном этапе. Сейчас буду протачивать. Сначала зажму в станке, проточу под трубу, под гильзу, под основную. Ну, то есть, что будет гильза. И тогда буду затачивать ножи. Уже буду затачивать их, подравнивать, затачивать. Конечно, очень сложная была работа с этими железяками, с этими ножами, потому что они с крепкого очень металла, я не знаю с какого, но очень с крепкого, и каленые. Я их отпускал 2 раза, клепал, даже не 2, 3 раза клепал, потом пришлось мне купить баллон кислорода, газ у меня есть, резак есть. Нагревал я резаком их и выгинал то туда, то сюда. Ну, работы очень много. Это самая сложная работа, вот это вот сделать. Вот это самое сложное в этом щепорезе.
веткорубе, как сказать, самая сложная работа. Вот это приварить и сделать вот это все дело. Все. Дальше в следующем видео будет, как я затачиваю, там заточу, покажу и буду собирать. Ну, на данном этапе вот такая получается конструкция. Все сварил. Вот этот зуб режущий. Тут даже у меня еще осталось зубы. Вот эти вот на диске. Но это, кстати, и хорошо, я скажу, потому что я вспоминаю свое детство. И когда у меня моя мать резала траву серпом, брала свой серп новый покупала. Когда потеряла серп, на новом серпу у нее было вот такие зубы были. Траву резала отлично. Взяла в соседки, а у соседки уже серп был старый и не было вот этих зубов, просто было заточено. И сразу она заметила, что намного хуже режет траву. Ну, тяжелее, надо прикладывать усилия. Вот. И вот здесь немножко зубов, вот так вот я их заточу, сделаю с них острие. Вот. Вот так вот получается. Вот. Такая вот конструкция. Что из нее получится, будем смотреть. Здесь у меня остается шкив для шкива. Вырубаю еще, пробью еще шпонку, шпонпаз для шкива. Вот. Ну, вот так вот он изнутри здесь вот получается. Вот. Пока еще полностью все до конца не проварил. Вот надо здесь попроваривать, надо все. Пока я собираю саму конструкцию. Саму конструкцию пока я собираю. Вот так все получается. Вот. Вещь неплохая. Будем смотреть, как она выдает свои. Ну вот так вот. Так. Ну эта конструкция, конечно, тут что, самое тяжелее сделать вот это вот, вот эти вот, сделать их правильно, ну то есть приварить, согнуть. Сейчас буду еще точить, посмотрим, как это все получится. Ну вот так вот пока получается. Установил шкивок уже. Поставил на 2 гаечки. Так, крышка у меня кожух на 3 болтика я поставил. С той стороны тоже на 3 болтика. Пока не прикручено все. Вот это сделал. Вот так он на 2 болтиках прикручивается. Вот этот. Для того, чтобы не влазило сюда, ветки не впирались в подшипник. Так, приварил сюда ручечку из уголка, кусочек уголка отрезал, на что он валялся, приварил сюда. Это для этого кожуха, чтобы ветки не разлетались. Вот так вот оно все снимается, открывается. Так, тоже нашел кусок железяки, свободно валявшийся, приварил сюда для того, чтобы ветки отбрасывало куски. Вот. Ну, вот так вот пока получается. Сейчас буду устанавливать двигатель. Потом это все изобретение надо, ну не изобретение, а устройство привести в порядок, покрасить. Приварил такие ножки. Думаю, внизу сделать колеса, чтобы можно было его за одну сторону поднять и перевозить. Так, вот так вид сверху.
Так, здесь бы барашку такую, ну барашки пока нету. Часто открывать его не надо, пока гаечка пойдет, все. Ну, чтобы не разлетало, чтобы не летело. В дальнейшем, если что, можно будет сделать сюда такой чехол, чтобы не на низ падало, чтобы не выбирать оттуда, чтобы сюда ветки все вылетали. Порубанные. Тут нашел. Где-то валялся у меня навесик старый, приварил его. Нормально, короче. Идет. Не знаю, на один буду ручей ставить или на два. Посмотрим, как, если не будет пробуксовывать. Может на один ремень, скорее всего, чтобы на два придется ставить. Ну, пока вот так вот получается. Дальше буду сейчас установлю мотор, покрашу и буду запускать его в работу. Вот самые толстые перебивают на две части. Хотел показать толстую, ну, в общем, до 6 сантиметров. 6 сантиметров даже еще бьет. Бьет. Ну, на этом все. Заканчиваю видео. Вот такой был аппарат. Подписывайтесь на канал. Комментируйте, мне интересно. Все, всем до свидания.